Итак, всем привет! Сегодня я хочу сделать еще один небольшой маленький видеовыпуск. На улице погода замечательная. И сегодня я хочу немножко погулять и показать, так скажем, не самые благополучные районы, не самые красивые, не самые ухоженные. Для многих, может быть, бытует такое мнение об том, что в городах Америки все идеально, но это не так. Вот. Поэтому давайте пройдемся. Сейчас я пройдусь по улице Оаклей. Это улица с домами, заселенными множеством мигрантов. Это граница с Индийским районом. Ну, давайте, поехали. Все вот эти вот дома, в принципе, да и сам Чикаго тоже густо застроен вот такими вот постройками, особенно в пригородах. Эти дома были построены, как я понял, в 1930-х, 1940-х годах. Вот вы, в принципе, можете видеть, что газоны все замусорены очень. Выглядит это, конечно, не то чтобы ужасно, но явно некрасиво. Я не знаю, может быть, будет какая-то уборочная кампания. Но в целом у меня создается такое впечатление, что здесь не убирались долгие-долгие месяцы. И, в принципе, наверное, это здесь вошло в какой-то порядок вещей. Машины, которые припаркованы у домов, тоже часто встречаются в очень ветхом состоянии. Откровенно говоря, и старые, и прогнившие. Есть и побитые. Видно, что люди ездят и на разбитых машинах. То есть используют, как говорится, то, что есть. Что опять же говорит о крайне маленьком доходе людей, которые проживают здесь. Вот интересная какая-то модель. Я даже не знаю, давайте подойдем посмотрим. Вообще ездит этот автомобиль куда-то или нет. О, оказывается, это BMW марки 2002. Ну, такой автомобиль можно явно отнести уже, наверное, к каким-то раритетам. Сейчас мы пойдем, углубимся в сторону района, где проживают выходцы с Индии. Но опять же стоит заметить, что дом от дома не приходится один к одному. То есть есть где-то более-менее домики такие приличные. Видно, что жители ухаживают за прилегающей территорией. Да и сами, наверное, просто не мусорят. Безусловно, какие-то работы по поддержанию порядка выполняются. Вот я думаю, что это дерево здесь было уже очень гнилое, засохшее. Его спилили, вывезли. Как я говорил, сегодня очень хорошая погода, и мы слышим, как над нами пролетают самолеты, потому что здесь проходит одна из трасс с аэропорта Охара.
Также я вот отметил, что это в целом, наверное, во всем Чикаго. В целом во всем Чикаго есть детские площадки, но не очень много детей, которые гуляют на улицах. Я не знаю, может быть, они посещают какие-то кружки, школьные, дошкольные учреждения, мероприятия. Но вот на улицах немного детей. Но здесь видно, что укрывали что-то с панбондом. Что-то здесь пытались облагораживать. Но это было настолько давно, что сейчас это выглядит очень нелицеприятно и некрасиво. Вот о чем я говорил, что вот, скорее всего, люди на этой машине продолжают передвигаться, продолжают ее эксплуатировать, хотя она, ну, в принципе, в аварийном состоянии. Вот тоже Prius. Тоже явно, что не ухожен. Вот видно очередной район. Вернее, зона очередного дома, придомовая территория. Вся замусорена какой-то упаковкой, целлофановыми обертками. Я хотел действительно почитать по поводу того, по какому принципу осуществляется вот уборка в городе, во всяком случае в Чикаго, да. Но пока у меня руки до этого не дошли, хочется все-таки понять. Вот, допустим, тоже машина, но она видно, ну, вся прогнившая, абсолютно до дыр. Да, давайте, у нас есть возможность зайти во дворы. Я думаю, что мы здесь сможем пройти. Я покажу, что происходит в дворах этих совершенно не новых домов. Как правило, все дома имеют пожарные черные так называемые выходы, жители через которые выносят мусор. Здесь вот видно, что здесь стоят мусорные контейнеры, стоят какие-то гаражи. Вот так вот это все выглядит. Ну, честно говоря, конечно, это напоминает какие-то трущобы. Это, конечно, не трущобы, но мое такое вот общее впечатление не из самых приятных. Сейчас мы выйдем на улицу. Там достаточно много индийских разных лавочек, магазинов, насколько я помню.
в целом вот так вот это выглядит. На улице даже ощущается запах фастфуда. Несмотря на хорошую погоду, сегодня не людно. Не знаю почему. Но тут видно, что здесь не только торгуют выходцы с Индии, но и с каких-то пакистанских, арабских стран. Ну, даже здания фасадов, они, конечно, имеют такой обшарпанный зачастую вид. Вот здесь видно, да, что это какой-то вот точка быстрого питания. Но вход выглядит, ну, как по мне, так непривлекательно. Но в целом, наверное, я показал, что из себя представляет такой вот район, один не из самых благополучных. Сильно, так скажем, ничего ужаснее, хуже я не видел. Понятно, что люди живут и в таких районах. Но опять же, почему муниципалитет не принимает никаких мер по облагораживанию? Ну, пока мне как бы непонятно. Либо либо эти районы, проживающие здесь люди, приводят в такое состояние так быстро, что муниципалитет не успевает, либо муниципалитет, скорее всего, так скажем, не считает нужным делать какие-то мероприятия здесь в таких вот районах. Всем спасибо.